Друзья, предыдущий рецепт жареного риса с яйцом и овощами стал одним из самых просматриваемых на канале. И, конечно же, я не мог этого не заметить. Поэтому я сегодня покажу еще один рецепт этого замечательного и популярного в Азии блюда. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Жареный рис с яйцом – это одно из самых популярных блюд в Юго-Восточной Азии. Рецептов данного риса полно, от самых простых до достаточно сложных. Наиболее часто это блюдо можно встретить в китайской, тайской, малазийской и индонезийской кухнях. Многие из вас, кто смотрел мой предыдущий ролик о жареном рисе, знают, что его готовят из так называемого вчерашнего риса, который на следующий день уже не такой вкусный, и, собственно, чтобы доесть его с большим удовольствием, было и придумано это блюдо. И как вы уже поняли из названия, сегодня я вам покажу рецепт жареного риса с яйцом, креветками и овощами. И перед тем, как мы начнем, друзья, не забудьте после просмотра этого видео подписаться на канал и поставить лайк. Уверен, вам это несложно сделать, а мне будет очень приятно. Вдобавок, это очень поможет моему каналу в развитии, а это значит, что дальше будет еще больше вкусных рецептов. Ну а теперь начинаем готовить. Итак, на экране вы видите список всех необходимых ингредиентов. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Либо этот список еще можно найти в описании под роликом. Там же вас ждут полезные ссылочки. Начинаем подготавливать продукты. Первым делом нарезаем репчатый лук. Я взял красный лук, вы можете взять обычный. Часто для этого блюда рекомендуют использовать лук-шалот. Нарезать лук нам нужно на мелкие кубики. Далее морковь. Морковь нарезаем на пластины. Потом их нарезаем вдоль на полоски. А уже потом поперек на маленькие кубики. Лимон просто разрезаем пополам. В дальнейшем нам надо будет выдавить из него сок. Зеленый лук мы просто мелко шинкуем. Собственно, с овощами мы закончили. Далее куриные яйца. Нам надо взять 2 миски и аккуратно отделить желтки от белков. После этого нужно хорошо взбить желтки. Далее мы эти желтки добавляем в рис и хорошо их вместе перемешиваем. Белки никуда не выкидываем, они нам понадобятся позже. Напоминаю вам, что рис нужно использовать охлажденный. То есть, если вы только-только сварили рис и собрались приготовить это блюдо, то с вероятностью 90% у вас ничего не получится. Не просто так традиционно это блюдо готовят из вчерашнего риса, который не доели и который постоял ночь в холодильнике. Переходим к самой готовке. На плиту ставим глубокую сковороду, желательно вок. Вливаем немного растительного масла. И как только сковорода разогреется, выкладываем жариться креветки. Жарим на сильном огне, регулярно перемешивая. Примерно 3-4 минуты. После этого достаем креветки из сковороды, вернемся к ним позже. Далее жарим овощи. Кладем сразу в этот же вок нарезанный репчатый лук, морковь и зеленый горошек. И сразу перемешиваем, чтобы они обжаривались равномерно. Я взял свежемороженый горошек, предварительно его не размораживал. Обжариваем так наши овощи примерно 4 минуты, в зависимости от того, насколько сильное пламя у вашей плиты. Наша задача размягчить овощи и раскрыть их вкус. Поэтому мешайте регулярно и не передержите. После этого также извлекаем овощи со сковороды в отдельную тарелку. Далее добавляем в сковороду немного растительного масла и выкладываем жариться рис, который мы предварительно смешали с желтками. Жарим так примерно 2 минуты. Регулярно перемешиваем, чтобы ничего не подгорело. И потом добавляем белки. Сразу же перемешиваем. Даем им хорошо перемешаться с рисом и обжариться. Жарим примерно 1,5 минуты, пока белки не схватятся.
Таким образом у нас получится рис красивого желтого цвета с белыми частичками. После этого возвращаем в сковороду обжаренные овощи. Перемешиваем все. И сейчас самое время посолить. Солите по вкусу. Я добавил 2 большие щепотки. И, конечно же, все еще раз хорошо перемешиваем. Друзья, обычно на этом этапе вместо соли добавляют соевый, либо устричный соус. Но я сознательно отказался от них в этом рецепте, так как не хочу, чтобы пострадал цвет риса. Но вы, если хотите, то можете добавить. Лично я рекомендую добавлять именно устричный соус, добавляйте примерно 2-3 столовые ложки. Далее возвращаем креветки, которые мы обжарили ранее. Выдавливаем лимон. Перемешиваем. Жарим так минуту. И в самом конце добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Все, жареный рис с креветками, яйцом и овощами готов. Подавайте на стол в горячем виде в качестве главного блюда. Приятного вам аппетита! Друзья, это очень вкусное блюдо. Я знаю, что многие из вас любят креветки, поэтому обязательно попробуйте приготовить это блюдо. Если не хотите сильно заморачиваться, то в процессе приготовления можете не убирать овощи, а просто на этом этапе сверху положить рис и обжаривать так. Но имейте в виду, что яйцо налипнет на овощи и получится уже не так красиво и рассыпчато, как хотелось бы. По поводу креветок. Я покупал очищенные замороженные тигровые креветки без головы, предварительно разморозив их. Вы можете использовать любые другие креветки, не обязательно тигровые, но я советую вам их обязательно очистить. Либо, если вам все же нравится хрустеть неочищенными от панциря креветками, то рекомендую их хорошенько промыть, добавить немного крахмала и обжаривать таким образом минут 8 до красивой хрустящей корочки. Ну и овощи тоже можно менять по вкусу. Например, вместо зеленого горошка сюда можно добавить сладкий перец, либо мелко нарезанный перец чили. Можно добавить кукурузу, и сюда еще отлично подойдет сельдерей. Вместо лимона, кстати, сюда можно добавить консервированный ананас. Но с ананасом у меня есть другой не менее вкусный рецепт жареного риса. Ставьте лайк, если хотите увидеть его. Друзья, не забудьте подписываться на канал, вас уже целых 70 тысяч. Я надеюсь, что в скором времени мы перевалим за цифру 100 тысяч подписчиков и, может быть, отметим это дело каким-нибудь особенным блюдом. Также не забываем ставить лайки и писать свои комментарии. Это очень сильно помогает моему каналу развиваться, и мне очень интересно их читать. Иногда вы там предлагаете годные идеи для моих будущих роликов. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.